Однажды жители небольшой деревни обратили внимание на одного щенка. Он бегал вокруг старого мешка, который шевелился. Люди удивились и вызвали волонтера. Надо было выяснить, что там внутри. Волонтер прибыл и сразу увидел щеночка, который, нервничая, бегал вдоль обочины. Словно звал кого-то на помощь, усиленно привлекал к себе внимание. Пройти мимо этого малыша, который пребывал в таком состоянии, было невозможно. И мужчина решил ему помочь. Поскольку щеночек был около мешка, который тихонько двигался, логично было предположить, что внутри него сидит кто-то живой. Поэтому веревку волонтер развязал очень осторожно. Был риск, что в мешке могла быть змея или какое-то другое опасное животное. Каково же было изумление мужчины, когда выглянули из мешка две милые мордашки. То были щеночки, по возрасту такие же, как и тот, что бегал около обочины. Волонтер забрал всех трех малышей, принес их домой и поставил перед собачками миску с едой. Те так жадно начали есть, будто очень давно крошки не имели во рту. Они толкали один другого, вытаскивали себе кусочки мяса и дрались за каждую частичку риса. Щенки быстро глотали еду, а самый крупный из них положил в миску свои лапы, будто сообщая другим щенкам, что это еда для него одного. Потом все они принялись пить воду, причем с не меньшей поспешностью. Пролили на пол ее часть. Видимо, большая жажда просто измучила малышей так, что они лизали на полу каждую каплю. Наконец, щенки наелись и пошли погулять. Сначала робко, а потом начали играть и бегать, изучая обстановку. На мордочке одного даже мелькнула улыбка. Малыш показывал, как он доволен. Прошло еще время, и все трое стали очень веселыми и бегали по большой площадке. Мы надеемся, что маленькие четырехлапые братья найдут себе хозяина, который даст им кров и заботу. Дорогие зрители, если вам понравилась история, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.